Бордюр. Подъезд. Жердёла. Поребрик. Парадная. Абрикосы. Так, ну что, к концу подошло путешествие. Лечу обратно через пару часов. Тринашка едет на газели. Расскажу сейчас вам, что с ней было за последние 2 дня, как она отыграла. Ну и про небольшие травмы обязательно расскажу. Мы в Питере, это Питер. I get your bitch on my dick and I got money on my mind. And 5 cell phones ain't nothing but money on my line. I'm 30 on and watch it still don't keep up with the time. According to the streets, it's my motherfucking time. My young niggas going gang sign. When I look in the mirror, all I see is dollar signs. According to this bright bitch, it's my time. It's my time. Ощущение, как будто вот каждая частичка вот так шевелится, как будто все живое, волосы все живое. А выходишь вот так вот, не отпускает, до сих пор трясешь. Spit the brick on my left wrist, and all I smoke is that high time. Eyes red as 2 stop signs. Fuck your bitch without trying. Fuck niggas say my name and watch me pull up with that Glock 9. 1 foot in the trap house, 1 foot in the rap booth. The type of nigga that sack up over your bitch house and leave residue. I don't give a fuck. Yeah, I'm rude. Been doing this shit since high school. Don't give a fuck about my bitch feelings, so fuck a nigga with an attitude. Soon as you turn on my screen, you smell that killer kush. Yeah. Можно начать с зазора на водительской двери и на пассажирской. Я не знаю, сколько раз ее открыли и закрыли. Тут машина свежекрашенная, я вам напомню, мы ее в этом году полностью заново покрасили. Фальш очень красивая, всем очень нравится, мне тоже очень нравится, пока не смотрю на нее близко. Наверное, я еще точно не знаю, будем переделывать. Просто если на нее будет близко смотреть какой-нибудь маляр, у него случится культурный шок, и он бросит заниматься малярным искусством, думая, что где-то есть еще маляры, которые делают вот так. Однако это не к маляру предъява, а к тому, кто изготавливал фальш. Но у того, кто изготавливал фальш, предъявы к маляру, у маляра к тому, кто изготавливал фальш. Все как обычно. Но в итоге покрасили погано. Издалека это, конечно, смотрится все отлично. Подсветочка у нас теперь работает. Отличные лампочки клипа сделали на этих усилителях. Спасибо производителю. Они очень красиво моргают. В принципе, от них толку больше нет. Они показывают клип, но обычно такую технику все в клипе и слушают. Супер чистого сигнала не будет. Да и зачем его индицировать, непонятно. Давайте теперь то, что посерьезней. У нас лобовой теперь не вылетает, зато просто разорвало крышу. И очень так неприятно. Самое, не то что неприятно, а, наверное, удивительное. Не знаю, первый, наверное, такой. Просто кто знает сломанные 415. Ну, один замолчал, не факт, что он сломался, приедем разберем. Замолчал он очень странно, запаха дыма никакого не было. Ну, в пределах допустимого. Катушки тут, конечно, работали 6 часов примерно в первый день. На пределе. И потом, ну, вот этот САП, когда где-то еще час-полтора я валил на 3. И вчера на стрелке мы валили на 3 САПах. Ну, там музыка, клубняк, в принципе, им не так уж было плохо. Но под утро делали хейр-трики. И, в принципе, вот она даже на 3 САПах работает. Для понимания, что это значит. Это не значит, что просто тише становится. Остальным 3 САПам становится сложнее работать. И реально, там не то, что даже жара, а прям чуть ли не огонь в спину тебе бьет, когда 3 САПа пускаешь в клип, происходит жесть. Что происходит, а? Что это такое? Привет, Питер! Что, как Тринаха играет? Тринаха, ребята, я вам скажу, Тринаха — это лучший фронт, что я слышал когда-нибудь в жизни. Это просто...
Вместо такси, но нам нечем платить. И нам не Вечность тема! гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, мотай. Ездят такси, но нам нечем платить. И нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, мотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Ай, да-да-да-да-да. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. По усилкам это как бы эксперимент. И, ну, это на новые усилки. У нас стояли 12-тысячники до этого. Это 7800 Апокалипсис с эксклюзивными крышками. Они отработали просто супер. Это магазин Loud Sound, он откроется послезавтра. Вот, собственно, самые первые посетители в Питере. И там вообще на улице, да, ад какой-то происходит. Ага, и тренажку уже обступили. Людей немало. Спасибо, что приехали все. Это фейс-контроль не прошли, кто еще. Четыре года ждать. Да ладно. По стабильности, я уверен, после вчерашнего будут ходить легенды в Питере про тренажку. Под утро люди реально удивлялись. Канф подошел, говорит, слушай, я теперь, говорит, понимаю, почему она вечность. Потому что 3 саба, когда там с них жар пошел, понятно, люди ожидают, что сейчас пойдет воня, а потом сабы лягут. Но после этого мы начали просто еще и хэр-трики делать, еще и на 2 открытых. И вольтаж при этом в достатке. Ее можно в принципе не заводить. Там, ну, полчаса валить негров можно на заглушенную. Потом желательно завести. Я не знаю просто, что дальше будет. Там идет в 12,1, 12,2 уже просад. Мотор не перегревается. У нас здесь, напомню, есть принудительное охлаждение двигателя. У нас здесь есть повышенные обороты, чтобы газ не давить. Вот это называется на все деньги валить. 3 саба работает. Один день, чтобы выжить. Еще один день, чтобы выжить. Какой с них 2 раза ближе? Какой, скажи мне. Еще один день, чтобы выжить. Еще один, чтобы умереть. Какой с них 2 раза ближе? Какой дальше на ответ? Еще один день, чтобы выжить. Еще один, чтобы умереть. Какой с них 2 раза ближе? Какой дальше на... Магнитола старый добрый 35-й Alpine, повидавший виды. Недавно его искупали очень сильно. Я думал, все, он уже работать не будет. Но он работает почему-то и очень приятно играет.
один из секретов качественного звучания фронта и громкого фронта. Вот эти мафаны старые, они без настройки, очень чистый, хороший, приятный звук дают. По ауксу мы подключаемся. Один из косяков: старые мафаны, ни блютуза, ни флешки, ничего нет. Надо подключаться по 3,5 мини-джеку. Ну, если, конечно, вы не владелец айфона, начиная с 7-го поколения. Динамики все те же F13. Какие из них посвежее, а каким 5 лет, вы можете видеть по цвету диффузора. Вот у нас чуть розовенький, этот посвежее, не знаю сколько ему заменяли. Ну, за все эти 5 лет, не знаю, каждый год где-то по там 1, 2, 3 динамика вылетает. Там подводы бывало, катушки ни разу на них не горели. Вот жалко, что перестали мы их возить в Россию. Ну, вот одна, ну, я не хочу хвалить их, мне смысла нет, их нет в продаже. Но я слушал очень много клонов 410, мамолетки, киксолетки, прайдолетки, виолетки. Они, ну, F13 мне нравится больше всего. Какие-то из вот тех, что я сейчас назвал, играли громче, горбили сильнее. Ну вот очень чистенький, приятный звук. Если можно так сказать, ровная полка для среднечастотников. У F13 ну, один из самых приятных звуков, что я слышал для вот таких вот супер громких среднечастотников. Ну, при этом они неодимовые, с малой посадочной глубиной. Их можно вот разместить столько в двери, и в принципе дверь, я бы сказал, не провисает. Но... Раз, два, три, 4 петли в двери стоит. 5 утра или 4 утра? Сколько? А? Сколько? 5? 3 саба, мы пытаемся убить вечность. На 3 сабах R3 попробуем сделать. Под капотом мы ничего особо не меняли, помыли только, прям очистили. Спасибо ребятам из Ceramic Technology и лично Алексею. И да, это реклама, бабок мне за нее не давали. За помыть мотор, короче, рекламу только делаю. Тот же Havker 400, все тот же 370 DC Power, тьфу-тьфу, работает отлично. Здесь уже видим неприятности, которые, в принципе, преследуют любой русский автомобиль. Машине 5 лет, я вам напомню. И это, наверное, один из немногих, один из единиц проектов, который остался практически в том же виде, в котором он был в 2013 году. Мало ее ровесников до этого возраста дожили вообще или сохранили свой вид. Подвеску полностью всю перебрали, балку поменяли, тормоза, ну, короче, практически все, что по подвеске есть, все поменяли. Варили днище, также днище рвет басухой. Новый парприз стоит, и он уже подъебал разок, или даже 2, не знаю. С него пошел дым, когда мы позавчера валили, и завоняло проводкой. Ну, я попросил ребят огнетушитель принести, и мы валили дальше. Перетянули обшивку правую заново, оформление не трогали, но будем. Одна из травм, которую я не показал, разломала оформление. Где-то это просто раптор подорвало, но у нас ребята в прошлом исполнении, когда делали оформление, чуть поленились, не сделали распорку, и вот задняя стенка так ощутимо ебашит. В принципе, это даже красиво, когда оборачиваешься, тут иногда на низах все это вместе с сабами, конструкция немного вибрирует, это видно. Ну, вот вы видите, как начал рвать прямо оформление, так конкретно. Ну, наверное, будем переделывать, не знаю, может уже это добьем. В принципе, мне очень сейчас нравится, как машина играет, стабильно.
в этом году, только в этом году, без учета транспорта и расходов по Питеру, тренажка съела уже 650 тысяч. Я надеюсь, я никого не травмирую этой цифрой. Мне просто там некоторые писали, сколько тут музыки стоит или там сколько она стоит. Вопрос корректно задавать, сколько на нее уходит в год. Ну, каждый год что-то меняется, что-то делается, что-то чинится. И вот только в этом году она потянула 650 тысяч. Это для тех, кто думает собрать демокар. Просто на самом деле некоторые считают железки и все, они не учитывают эксплуатацию. То есть смотрите, элементарно просто после поездки в Питер у нас что-то с сабом, у нас что-то с крышей, у нас что-то с дверью. Это все требует постоянного марафета, обслуживания, доделок, переделок. Ну, если честно, я очень доволен. Такой жесткий выезд, и она отработала сколько надо. И вот вчера, собственно, ребята поняли, говорят, почему вечность. Один саб молчит, но хайр-трики валят, фронт валит, машина играет, как она это делала уже 5 лет. Да, меньше стала ездить по соревнованиям, на то есть причины. Что это за машина такая, а? Саня, мы уже 4 часа назад. Валит дольше вечности. Это что за тачка, я не понял. Выключите музыку, пожалуйста, ненавижу громкую музыку. Да, послушали вроде все, да? Костик, сколько валили? Здесь? Да. 5,5 часов. 5,5 часов. Час. Короче, апокалипсы откатали, апокалипсы живые. Слушай, а сделай тише. А наставят музыку, вот это людям не говорят, не дают поговорить. Обкатанный жестко, я просто в них сомневался, потому что Бразилия. А бразильские не очень хорошие, да, усилители? Не самые надежные. Да ладно, я шучу. Там вон эстетса мы тоже выжили сегодня. На жаре прям стояли. Нет, у меня один был в защите, но когда я тут накрыл и закрыл крышку, они не дышали и перегрелись. А так они от музыки даже не греются. Послушали вроде все, да? Все ж послушали. А все уехали, да? Нет, чтобы подождать. Все такие музыку послушали, сфоткались и все. Те, кто был, те понимают, почему мне сейчас достаточно сложно приезжать на соревнования, потому что это достаточно большой стресс. Пообщаться с таким количеством людей, сфотографироваться, навалить людям. И да, выезжает она редко, но я вас уверяю, вот за последние 2 дня в Питере, я думаю, ее послушало столько людей, и я в этом уверен, сколько, не знаю, 90% демокаров не слушают за весь год. Огромное количество людей. Только хайр-триков было около 30 людей, не знаю. Ну 200 посидело, я думаю, точно. Ну жесть была, прям жесть. Каждый раз все жестче. Я уверен, не зря ее притащил. Не зря мы этот проект продолжаем. Ну, вы должны понимать, во что это обходится. Это не просто посидеть в машине с людьми, понаваливать им музыки и все. Это огромные затраты сил, энергии, времени и денег. Поэтому, надеюсь, Питер оценили приезд, мы очень старались. Ну и, конечно, добро пожаловать в новый магазин. Без бизнеса, конечно, на все это увлечение и развитие автозвука денег не будет. Без денег ничего этого не разовьешь, и проект такой тянуть, конечно же, не получится. Надо сказать, что в этом году машиной занимался полностью Кузя. Обычно и занимался Тёма с помощниками. В этом году Кузя тянул ее сам. И фальш-панель мы делали в студии Музон. Костик, Кондратенко, а может даже Кондратенко. Костик, извини, наверняка один из этих 2 раз ошибся, но ведь один из них был правильным. Вот Костик сделал такой чудо-фальш, но совершили одну из самых распространенных ошибок. Работы комплексно лучше делать в одном месте. А фальш сделали в Музоне, покрасили где-то в Сальске, Кузя отдал, и поэтому, естественно, получилось хуёво. И тут винить Костю или маляра глупо, винить надо себя, что не делали это все где-то в одном месте под ключ. Вот на солнце она подсела, появились косяки. Ну,
я думаю, может устраним. А это у нас продавца вот такой вот автомобиль, немного заряженный музыкой. Продавец у нас шарит, но это не он. Это Ваню попросили перегнать. Ваня вот повезет тринашку. Уже 3 раза, да, ты ее возил? Да, 3 раза. Уже, можно сказать, личный водитель, но не у человека, да, а у тринашки, да. Вот ему можете сказать спасибо, питерцы все, кто ее послушал, кто кайфанул. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки и всем пока, живите громко. Давайте или поедем, или... Ага. А ну открути, пожалуйста. Закрути, пожалуйста. А ну-ка. Открути, пожалуйста. Вот. Я же вам говорил, в Питере пить.